Привет, друзья! Итак, мы снова вместе, чему я очень рада. Сегодня мы продолжаем тему свечей-амулетов, которые я с большим удовольствием делаю для вас и которые рекомендую иметь у себя дома. Мы будем делать сегодня контейнерные свечи. По этому поводу я приобрела вот такие два симпатичных контейнера с красивыми птицами. А использовать мы будем шикарный камень аметист. Этот камень еще называют камнем богов. Аметист подходит почти всем знакам зодиака, исключением составляют только лев, рыба и козерог. Для заливки свечей мы будем использовать кокосовый воск. Я очень люблю работать с кокосовым воском. Использую я воск марки Freedom Coconut Wax. И это я говорю для тех ребят, которые смотрят меня, находясь в Торонто, как и я. Поверьте, если вы будете использовать этот бренд, вам будет очень легко работать, и свечи будут идеально ровными. Вот я поставила в кадр, как выглядит этот воск, и поверьте, он будет идеален для работы, и с ним очень-очень легко работать. А также, я думаю, вы заметили и ароматическое масло, которое мы будем сегодня использовать. Я выбрала масло магнолии. Чтобы изготовить нашу свечу, нам понадобится для этого контейнера 150 грамм воска. Значит, для двух контейнеров 300. Я насыпала немного больше, чем 300 грамм. Растопим и добавим исключительно только масло ароматическое. Я бы хотела, чтобы основа свечи у нас была все же белая. А украшать мы будем камнями, цвет которых выступит контрастом в нашей свече. А также нам понадобятся фитиля, липучки и держатели для фитилей. Ну что, пришло время для того, чтобы растопить воск и залить нашу свечу. Но прежде чем я уйду его топить, я хотела бы вернуться к тематике камней, которые у нас есть, и сказать, что мы будем пользоваться аметистом. Очень мне нравится этот камень, и с ним связано очень много легенд, одну из которых я вам сегодня расскажу. Ну а сейчас мы просто подготовим контейнеры. Нам понадобятся липучки, фитиля. Мы закрепим фитиля на основании контейнера и будем ждать, когда будет готов наш воск, чтобы продолжить работу. Итак, друзья, мы растопили воск. Теперь дадим ему немножечко остыть и добавим наше ароматическое масло. Нам понадобится примерно 3 столовых ложки масла ароматического. Постараемся сейчас накапать. Начнем аккуратно, медленно заливать. Но заливать мы будем не до самого конца, не до самого края контейнера, а немного меньше, для того, чтобы крышечкой было удобно закрыть контейнер, потому как у нас еще будут и камешки. Теперь дадим свечам просто остыть, а затем будем начинать их украшать. Итак, друзья, наш воск застыл. Пришло время украшать свечу. Для этого нам понадобится фен. Мы немножечко подтопим сверху воск, для того, чтобы можно было аккуратно разложить наши украшения, камни. Ну что, пришло время обещанной истории. Итак, слушайте. Минерал, с которым мы сегодня работаем, появился очень-очень давно, еще в Древней Греции. И именно тогда о нем уже была сложена интереснейшая легенда. Она рассказывала о том, что бог вина Дионис полюбил нимфу по имени Аметист. Но у девушки на то время уже был возлюбленный, поэтому богиня Артемида подарила ей камень необычного фиолетового цвета, который должен был защитить нимфу от опьянения вином. В те времена аметистом украшали винные кубки,
А на празднество девушки и мужчины одевали украшения с камнем. Люди тогда верили, что таким образом они смогут уберечь себя от чрезмерного потребления алкоголя и последствий застолья. Не зря в переводе с древнегреческого название самоцвета означает «не пьяный». А еще аметист называют хранителем вечной любви. Дело в том, что, зародив истинную любовь, талисман будет питать ее вечно. Поэтому, друзья, дарить свечу можно не только любимому человеку. Аметист поможет вам преодолеть трудности, если у вас, например, была какая-нибудь длительная ссора с кем-нибудь, то именно аметист сможет помочь вам растопить эту стену льда и помириться с человеком, который вам дорог. А сейчас бизнесменам на заметку. Если вам необходимо наладить отношения с деловым партнером, я просто рекомендую в качестве подарка именно контейнерную свечу с аметистом. Ее очень удобно перевозить, и такой свече будет достойное место найдено, например, у вас в офисе. И она будет украшением, прекрасным украшением вашего также рабочего стола или хорошим подарком вашему бизнес-партнеру. Ну, из всех историй, которые я на сегодня вычитала, для того, чтобы вам было не скучно смотреть мою работу, у меня все. Теперь будем смотреть, как же у нас делается свеча. И мы практически закончили первую свечу. Приступаем к созданию второй.